И всем привет, меня зовут Тилси. Сегодня снимаю новое видео на YouTube, которое называется 100 фактов о Холдике. Холдик такой персонаж, который снимает более 7-8 лет Brawl Stars и вообще игры Supercell. Короче, будет интересно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, мне будет очень приятно. Я долго работал над этим видео, будет приятно, если вы его поддержите. Поехали. Начнем с того, что у Холдика два основных канала. Ну как два? Ну, где он регулярно выкладывает видео. Первый, конечно же, более основной, на котором 7,5 миллионов подписчиков, почти 4000 видео, ну 3,9. Есть галочка, понятное дело. Кстати, вот недавно было, недавно вот исполнилось каналу 7 миллионов подписчиков. Недавно на канале стукнуло 7 миллионов подписчиков, буквально пару месяцев назад. И уже почти 8. Вот такая вот цифра, 7 и 8 миллионов подписчиков. Скоро будет 8 миллионов. В данный момент он набирает неплохие такие просмотры. Вот. А еще у Холдика есть канал, лайв-канал, на котором 2 миллиона и 210 тысяч подписчиков. 523 видео, конечно, в разы меньше, чем на основном канале, но он и называется поэтому основной, где он больше всего выкладывает контента. Короче, вот Холдик Лайв, здесь есть, понятное дело, тоже галочка, он здесь выкладывает регулярный контент до сих пор, тоже несколько лет, более 5 лет он тоже здесь выкладывает контент, и до сих пор выходит видео, и набирает тоже неплохие просмотры. Но тут видео намного длиннее бывают. Тут бывает по часу, по полтора видео. Бывает по, не знаю, по 30 минут. Он снимает тут просто влоги. То есть на основном канале он снимает игры, а на лайв-канале он снимает свою жизнь. Типа, зачем Инстаграм, когда можно создать второй аккаунт на Ютубе, которым тоже будет хайповать и наберет 2 миллиона подписчиков. В сумме у него на двух каналах больше 10 миллионов подписчиков. Это реально неплохо. Ну, давайте узнаем еще чуть больше о Холдике. Ну, как написано на сайте, Холдика зовут Иван Шипилов. Он родился 27 февраля 1995 года, то есть ему 29 лет. Сейчас он в Турции живет, да. Вот такие вот дела. Еще видеоблогер, блогер и спортсмен он у нас. Ну и город, в котором он родился, это Харьков. Вот такое место в Украине, да. А сейчас он в Турции живет. Я поймал такой момент, что у него недавно вышел видос, и вот, например, за 2 минуты у него видео набирает 384 просмотра и 246 лайков. То есть это больше 80% людей просто поставили лайк. Ну вот половина, ну это неплохо. Ну и смотрим, как у него набирает видео просмотры. Уже за 3 минуты 677 просмотров. Мне только мечтать о таких просмотрах на самом деле. Ну и на основном канале Холдика небольшое описание, снимаю развлекательный контент по мобильным играм. Достаточно кратко и понятно. Есть ссылки на рекламу и сотрудничество. Это ладно. Дата регистрации 22 декабря 2014 года. Достаточно давно создан канал, долго развивался, более 10 лет, кстати. В этом году будет каналу 10 лет. Вот. Основные просмотры у него 1 миллиард 438 миллионов 332 тысячи 141 просмотр, что достаточно очень много. То есть это 1,5% всего населения Земли. А вот данные основного канала. Также Украина, дата регистрации уже через 2 года он создал лайв-канал, то есть через 2 года он уже развил основной канал. Неплохо, что можно было даже создать лайв-канал, это прикольно. Вот, создал он второй канал, получается, 3 июня 2016 года. Тут уже просмотры немножко поменьше, 303 миллиона 513 тысяч 867 просмотров, но в то же время это тоже очень много. Но тут уже есть ссылка на Инстаграм Холдика. Был такой грустный момент у Холдика, когда Brawl Stars начал наскучивать, то есть это было в прошлом году. Брали мегаящики, стали быть скучные обновления, скучные Brawl толки, почти ничего не менялось. Он запушил все кубки, которые хотел, у него прокачанный максимальный аккаунт, и игра просто наскучила, и он ушел
почти всей головой в стендов. Да, через раз он пытался снимать Brawl Stars, но не только ему одному наскучил Brawl Stars, и Brawl Stars не набирал таких просмотров, как раньше. И он погрузился головой в стендов, снимал стендов более полугода, наверное, вот примерно. Вот, и потом он вернулся в Brawl Stars. В Brawl Stars опять начал хайповать. Вот, начали давать новогодние подарки, бесплатный персонаж Мика и вот так далее. Вот, потом еще появились монстры яйца, которые очень сильно хайпанули. Только один Brawl Talk по монстра яйцам набрал. Ну, вот такие просмотры вы сейчас видите. Вот, достаточно много для Brawl Talk. Вот. Потом все чаще и чаще появлялись жесткие бравлеры, жесткие обновления. Ну и сейчас добавляют мега ящики, поэтому сейчас Холдик погрузился полностью обратно в Brawl Stars. Да, он пытается иногда снимать через раз стендов, так что он сейчас снимает 2 игры, а есть еще дофига игр, так что Холдик всегда будет на хайпе, еще более 30 лет, мне кажется, потому что есть Майнкрафт, Roblox и так далее. Есть еще много мобильных игр, в которые стоит поиграть, поэтому он будет часто на хайпе. Ну еще есть новая игра от Supercell, это Squad Busters. Он тоже там пытался развиваться, пока его не забанили. Но он будет снимать Squad Busters. Сейчас у него еще новый проект скоро в Brawl Stars. Он пушит 88 888 кубков. Короче, контента много у Холдика. Долго будет на хайпе. Короче, был такой момент у Холдика, что от него все отписывались где-то года 1,5 назад. Вот, он набил 6 миллионов, и от него отписывались. И стало 5 миллионов. Я больше не хочу от вас этого скрывать. Я устал от того, что это меня постоянно преследует. Мне просто всегда в эти моменты становится так немножко стрёмно. Такой небольшой стресс, ловлю депрессию. Просто я искренне за это всегда волнуюсь, за это переживаю. Потому что это для меня дорого все. Но я хочу про это записать видос, потому что, я не знаю, безумие какое-то. Я сегодня проснулся, ребята, новость моя начинается с того, что на мой канал прилетает очередной страйк. Угадайте, от кого? В точку. От Supercell. Ребят, у меня внутри такая, знаете, сейчас идет борьба здравого смысла и эмоций. Я надеюсь, победят, конечно, не эмоции, здравый смысл, потому что на эмоциях, знаете, что хочется? Хочется просто взять вот так вот большинство роликов по БСу, по роялю взять и удалить, скрыть с канала, чтобы их не было в общем доступе. Я, кстати, уже так делал. Я больше 300-400 роликов где-то на своем канале удалял. Вы просто этого не знаете, не знали. Конец эпохи Brawl Старса. Что происходит с моим каналом? Что будет с моим каналом? Что происходит с Brawl Старсом? Что будет с ним? Мне есть что вам показать, мне есть что вам рассказать. И есть что даже объяснить. Пик моих подписчиков на данный момент был 6 миллионов 40 тысяч. То есть уже отписалось, получается... Ой, сколько отписалось? 42 минус 8... Ух, что математика, это 36, о боже, 34 тысячи, по-моему. Ну, короче, вы поняли, да, что давайте округлим. Около 40 тысяч от меня уже отписалось. Но это еще не предел, отпишется еще больше. И сейчас вы запомните, у меня сейчас 6 миллионов, а скоро будет еще меньше. И чтобы вы не удивлялись и потом не спрашивали, а что у тебя отписки? Присматривайте этот видос, я все в этом видосе объясню. Потому что вот этот хайп, он был мимолетный. Это все, ну... временное было явление, временное, не знаю, вот эти эмоции были к Brawl Старсу временные, я это прекрасно понимал. Я понимал, что это последний год, и что вот это вот все, я наслаждался этими моментами, я ценил их и понимал, что это все придет к тому, что сейчас имеем. Но многие просто удивляются этому и говорят, а что это происходит? И почему у тебя так много отписывается, от других ютуберов вроде не так? Потому что вот этот скачок был в основном только у меня, 200 тысяч. Вот, если бы не подписались за 7 дней, было вот 6 миллионов 15 тысяч, и вот так там, каждый день по косарю, по 2 просто улетает. Это все те, кто подписались в период с декабря по январь, за месяц. Сейчас отписываются эти люди. Почему они подписались и почему они отписываются? Все просто, потому что они подписались, когда в игре снова появился хайп, им снова стало интересно, а потом они поняли, что в игре ничего интересного не происходит. И это не то, что я ничего интересного не снимаю, это потому что в игре ничего реально не происходит. Разработчики, ну даже не разработчики, я считаю, что Brawl Старсу, ну все, эпоха Brawl Старса, считаю, ушла, хайп позади.
самое популярное видео на основном канале Холдика. Мой сын заплакал, когда выбил эту, ну и походу легендарку какую-то, вот. Оно набрало 14 миллионов просмотров. А второе видео по популярности — это рекорд в истории, ну, по мегаящикам, 10 миллионов просмотров. Вот. Любил он открывать ящики, вот. Сын восстановил мой проект, тоже 10 миллионов просмотров 4 года назад. А на лайв-канале самое популярное видео он еле вытерпел 2 укола подряд, 8 миллионов просмотров. И я так полагаю, 3 года назад. Для лайв-канала достаточно много. Второе видео по популярности — 4,9 миллионов просмотров, то есть почти 5 миллионов просмотров. Куплю, к чему прикоснется мой сын. Ну и третье видео по популярности — 4,2 миллиона просмотров. Называется оно «Не видел сына целый месяц, его реакция», да. Ну и еще на основном канале Холдика видео выходит каждый день. Кстати, подписывайтесь на мой канал, да. Ну да, и кстати, уже это видео за 2 часа набрало 30,5 тысяч просмотров и 4 тысячи лайков. Достаточно плохо за 2 часа, вот, да. Опять вернемся к этому видео, и за 4 часа это видео уже набрало 54 тысячи просмотров. Неплохой результат. Кстати, если полистать канал Холдика, то можно заметить, что у него на каждом видео, смотря видео, то в основном видео просмотры набирают по 400-600-700 тысяч просмотров. А если оно набрало еще больше, то оно хайпануло, так хайпануло. Короче, в районе 400, 500, 600 тысяч просмотров набирают почти каждое видео. Недавно, кстати, пришла Холдику неплохая идея сделать дуэль 7-летних детей в The Standoff 2. Достаточно прикольная идея, которая набрала уже 1 миллион просмотров почти, да. Но это такой старый скрин, может, уже 1 миллион набрала. Вот сейчас какие просмотры на этом видео. Достаточно прикольная идея, и людям это зашло. Это был не кликбейт. Прикол в том у Холдика, что каждая его превьюшка — это не кликбейт. И в том-то и прикол его просмотров. 27 января 2024 года пришел такой вызов для Холдика от Элизи: пуш 70 тысяч кубков. А потом они уже договорились и на 77 тысяч кубков. А сейчас Холдик вообще пушит 888 тысяч кубков. Короче, безумие, как он пушит. Я думаю, он скоро так и 100 тысяч запушит и появится в мировой таблице всего мира в Brawl Stars, да. Там начинается от 90 тысяч кубков, получается, да. Вот. Короче, вышло такое видео у Элизи 27 января, что она хочет побороться с Холдиком. И это видео увидел такой ютубер, как Аполлон. Есть такой ютубер, вот, Аполлон. Он передал это Холдику. Холдик ответил это в Телеграме. И он принял заявление, и где-то несколько месяцев Холдик с Элизи пушил, кто быстрее запушит 70 тысяч кубков, а потом вообще 77 777 кубков. Всем привет, вы на канале Элизи, меня зовут Ксюша, и сегодня произошло очень важное событие. Холдик заметил мой видос и принял вызов пуши 70 тысяч кубков. Я честно не ожидала такого, а уж тем более, что Ваня позитивно отреагирует и с достоинством примет этот челлендж. Будет приятно, если на этом видео вы наберете 7000 лайков для мотивации в пуше. Ну что ж, друзья, мы начинаем эту гонку. Как вы помните, я просто по фану после того, как встретила фейкового Холдика в ШД, решила бросить ему вызов в пуше 70 тысяч кубков, но тут уже совсем не до шуток, видос разлетелся, Аполлон передал все это Ване, ну и дальше уже понеслось. Вот тебе ответ от Холдика. О, Аполлон, привет! Спасибо, что предупредил. Кстати, я всегда, когда пушил кубки, у меня всегда была конкуренция. Либо Дамаурум, либо еще какие-то ютуберы. А сейчас я пушу соло, я на расслабончике, потому что о чем мне? Много кубков не надо. Я знаю, что я всегда успею, но теперь у меня появилась конкуренция. Так что желаю удачи тебе, себе и Лизе. Надеюсь, я выиграю. Может и нет, но тем не менее, все равно так интереснее будет. Все, всем удачки. Вы просто завалили бесчисленным количеством сообщений стрима Холдика о том, что я тоже пушу 70 тысяч кубков, и он просто не смог не отреагировать на это.
Огромное спасибо, что не проигнорировал и решил все-таки со мной посостязаться. Думаю, за этим будет интересно понаблюдать. Ну и выиграла ничья. Они в итоге недавно выложили видео, где они одновременно в одной команде апнули 77 777. Прикольно было заявление. Ну и Холдик на этом нахайпил на Элизе, а Элизе на Холдике. Вот. Вот так вот получается. А вот так выглядит первое видео, где Холдик сказал, что он принимает заявление от Элизи, и они будут вместе пушить. Была еще такая спорная хайповая ситуация, когда вышел видос у Холдика, где приходит его сын, самый старший, заходит, у него там типа Brawl Stars был открыт, там воробушек, почти 30 ранг, вот, там почти ластовые оставались. И он просто начинает на нем по плану играть, общаться с подписчиками, вот, и он слил ему воробушка, и его типа Холдик проходит и об экран и начинает избивать вот это вот все. Вот, это типа в новостях попадал. Ну, короче... Большой переполох в подмосковной Электростали. На улицах города появился крайне агрессивный человек с неуравновешенной психикой. Мало того, что мужчина нападает на стариков и детей, так он еще и сам снимает это на видео. А записи выкладывает в интернет. Павел Мельников. Подробнее о весеннем обострении и его последствиях. Холдик задонать, Холдик задонать, Холдик задонать, мисс Холдик задонать, у меня самый невезучий аккаунт, Холдик! Никто бы и не узнал о проделках, если бы он сам не снимал все на камеру и не выкладывал это в интернет. Да, так, ничего. Ты в гости? А Да. что, ты ролик записываешь? Да. Подожди, а шо путь рангов? Че, на воробушке играл? Ты что, вообще, блин, что ты наделал? Да что ты наделал? Зачем ты слил кубки? Агрессивное поведение, мат через слово, на его пути лучше не попадаться. Пожалуйста. Ну мы же Возможно, и в этот раз ему удастся избежать наказания, если его опять отправят на принудительное лечение. Павел Мельников, Владимир Кальский, Алексей Ляпин. Вести. Я, честно... О, Никито, здорово! привет. Шо ты? Да, так, ничего. Ты в гости? А Да. шо, ты ролик записываешь? Да. Подожди, а шо путь рангов? Че, на воробушке играл? Ты что, вообще, блин, что ты наделал? Да что ты наделал? Зачем ты слил кубки? Холдик у нас на этом нахайповал. Такие вот дела. Понятное дело, это было сделано ради хайпа, и потом уже все утихло, потому что ну не может просто быть открыт типа Brawl Stars с воробушком. Короче, это все скам и кликбейт. Но нахайповал на этом. Холдик еще часто делал всякие коллаборации, вот. Он еще хайповал на такой теме, что он открывал мега ящики на больших экранах. У него даже на главной странице канала показан видосы с открытием больших ящиков на большом кинотеатре. Он очень много делал видео, где открывал мега ящики. У него очень много открытий. На этом он хайповал очень жестко. На этом состоит и весь его канал. Вот, а еще недавно он начал делать такую штуку, типа 10 тысяч стардропов. Он снимал это больше 6 часов. Вот, потом 1000 легендарных стардропов и 100 легендарных стардропов. Там, не знаю, сколько-то там монстра яиц, короче, на этом он хайповал тоже. Очень большие открытия, которые набирали по времени больше часа. Оно и тоже. 10 тысяч стардропов. Я целых 6 часов открывал 10 тысяч стардропов, а потратил на запись ролика 10 часов беспрерывно. Оно и то, что у Холдика исполнилось 7 миллионов подписчиков, у него родится новый сын, вот, новый мини-пека, как он любит выражаться, вот. Вот такой вот подарок подписчикам, то, что новый сын, много нового контента, но это еще надо подождать, когда он вырастет. Еще я такой откопал старый видос, где Холдик показывает свою старую аватарку больше 7 лет назад, которая стояла. Вот такой вот, короче, деревянный щит, можно сказать, и какой-то топор, я не знаю, Тора. Вот такая вот у него была аватарка больше 7 лет назад. Вот какая-то вам инфа. Вот он показывал в старом видео, как у него выглядел канал. Еще в этом видео мы можем посмотреть, какие у него были просмотры, а просмотры у него были небольшие. Но для того времени, может, и нормально. 7152 просмотра за какое-то время.
Вот, 1240 лайков. Понятное дело, он здесь снимал Clash Royale. Вот так вот он набирал 7 лет назад, если не больше. Еще на этом скрине мы можем увидеть, что у него были примерно такие же просмотры, как у меня. Вот, смотрите, 251 просмотр 2 месяца назад, 263 просмотра 2 месяца назад, то есть примерно тоже пару сотен просмотров набирали видео, то есть он примерно начинал так же, как я. У меня примерно сейчас такие же просмотры, может, я тоже когда-нибудь буду 7 миллионным ютубером, пожелайте мне удачи. Конечно, он начинал в более хайповое время, он очень долго до этого поднимался, но я тоже буду так же стараться, как Холдик. Вот. То есть у всех ютуберов были такие маленькие просмотры, как у меня. То есть вот 2 месяца назад 263 просмотра. Вот. А сейчас у него каждое видео набирает не меньше 200 тысяч просмотров. А то и более 400, 500, 600 тысяч просмотров. Ну и если заглянуть в комментарии под старыми видео Холдика, то можно увидеть, что у него было 5000 просмотров и 60 тысяч подписчиков 7 лет назад. Вот. А потом он написал, это глюк Ютуба, вчера за 2 часа было 7000 просмотров, и тут баганулось оно, сейчас в реальном времени 20 тысяч просмотров на видео за один день. Это хорошая статистика. Ну как хорошая статистика? Для него тогда это было много, а сейчас для него может быть мало, где видео набрало там, не знаю, 60 тысяч просмотров. Короче, вот такие были просмотры у Холдика 7 лет назад. Еще я нашел видео, где Холдик показывает в этом видео, какая у него была шапка канала. Короче, по этому видео мы можем увидеть, по этому скрину точнее, что у него была вот такая вот шапка канала, достаточно неплохая для 8-7 лет назад. Вот, вот такие вот дела. Единственный минус этой шапки то, что показана тут аватарка канала, но не вырезан белый фон. Но это небольшой минус, так шапка достаточно прикольная. Ну и тут он уже поймал какой-то след в популярности, и у него видео за 23 часа набирали по 13 тысяч просмотров, за 4 дня по 17 тысяч, 4 дня назад 44 тысячи просмотров, 5 дней назад 26 тысяч просмотров. То есть тут уже были достаточно большие просмотры для нескольких лет назад, более 6-7 лет назад. Вот, были вот такие вот просмотры у Холдика. Сейчас, конечно, намного больше, но это уже был большой шаг к продвижению канала, то что видео уже набирали по 40 тысяч просмотров за 4 дня. Вау. Еще на этом скрине мы можем увидеть, тут Холдик Лайв был уже создан канал, Павел Шампанов был в интересных каналах, и какой-то Skype Live и Химик Channel. Вот такие вот каналы он тогда смотрел и рекомендовал своим подписчикам. Еще тут можем увидеть непонятную статистику. Не знаю, я если переведу, вот вам переведенный скрин этой статистики. Вот какая-то у него была статистика пару лет назад. Еще у Холдика более 100 проектов в Brawl Stars есть. То есть более 100 аккаунтов в Brawl Stars. У него было очень много проектов. Например, одни из самых популярных проектов. Ну вот сейчас назову. То есть проект без доната, понятное дело, но это база. Это база. Проект 2000 сундуков, да, кто знает. Кто не знает, были раньше сундуки. Сейчас их возвращают. Кстати, мега ящики только жалко. Я бы маленькие ящики бы тоже пооткрывал с большими. Вот, битва сундуков у него, ну, я говорил, что популярна. Есть, кстати, популярный трек Холдика, ну, такой легендарный. Про сундуки. Холдик любит сундуки, вот. Хочется, чтобы добавили еще какие-то крутые сундуки, вот как СМС и подобные, там, легендарный сундук короля. Хочется, чтобы их побольше вводили в игру. И вот хочется что-то такое крутое. Если введут в игру такой сундук, тут ванга не надо быть. Вернутся все. 700к, 700к, 700к. Открываем сундук. Вот еще был проект Путь Шелли. Путь к 30к кубкам был какой-то проект, я так полагаю, либо основа. Еще есть небольшая рубрика у Холдика «Снайпите» каких-то блогеров, когда он пушил. То есть он часто пушил кубки, то 40 тысяч кубков, то вот недавно 77 777.
Вот, и он всегда, ему было интересно пушить хоть с кем-нибудь эти кубки. И постоянно находил каких-то популярных блогеров, у которых было примерно такое же количество кубков, и они соревновались, кто быстрее запушит кубки. Вот, и в такие моменты он их снайпил. Вот, когда-то было, что он пушил 40 тысяч кубков с ауром, и он аурума тоже заснайпил. Также и Лизи недавно снайпил. Витал Шарка снайпил, вот, когда они пушили 50 тысяч кубков. Да, а Витал Шарк был где-то 6 раз в топ-1 мира на Brawl Stars, да. В принципе, вот и все снайпы, которые я нашел. Еще Холдик снимал видео с самыми топ-1 мира в Brawl Stars, когда они были когда-то. То есть с Витал Шарком, с Ростиком и так далее. Вот есть, ну, с Хура он недавно запушил, ну как недавно, пару месяцев назад запушил самый первый в мире 100 тысяч кубков. И он был топ-1 мира тоже. Вот он тоже с ним недавно снимал ролик. Вот такие вот дела. Вот часто он снимал с топами мира видосы. Тоже небольшая рубрика. Но сейчас, понятно, где к сожалению, есть такие топ-1 мира, там вообще таблица мира вообще такая напутанная, там всякие люди, которые делают хижины и играют вместе, потом тимятся и занимают топ-1, топ-2, вот. Еще вот аккаунт Холдика в Brawl Stars выглядит вот так вот сейчас, да, достаточно неплохо. Он, конечно, сейчас пушит 88 тысяч. 888, давайте пожелаем ему удачи. В принципе, все, что хотел сказать, я сказал. Кстати, еще у Холдика есть клуб YouTube Elite, где достаточно популярные блогеры, быстрые матрасы и так далее. Это достаточно популярные реально ютуберы. Короче, клуб из одних ютуберов. Вот, они одни из первых забрали еще Годзиллу базу тогда за меньше суток просто. Потому что все задонатили, все же ютуберы, все контент засняли и очень быстро набили Годзиллу базу. Короче, у них мощный клуб, сейчас YouTube Elite, сейчас он тоже состоит в этом клубе. Вот так выглядел еще переход к видео очень старых видео Холдика, не помню, как правильно называется, сори, Холдик. Холдик недавно выложил свои первые шортс, и первый шортс вышел недавно, а точнее вот этого числа на экране, и даже Аполлон подметил, что это первый шортс Холдика, и да мне не хватило под конец видоса бюджета на озвучку последних фактов, так что сорян, зато на концовку хватило бюджета, так что... Такие дела. Спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, мне будет очень приятно. Для меня это новый формат. Пока что приостановлюсь на 100 фактах, пока что не знаю, про кого делать 100 фактов. Если что, пишите в комментариях, про кого заснять 100 фактов, если вам нравится. Всем спасибо, всем пока, с вами был Тилси, до нового видео.